Республика Беларусь 25 лет назад, в 1991 году, официально стала суверенным государством. И вскоре белорусы получили свою национальную валюту. С 1992 года вместе с советскими копейками и рублями в их кошельках появились зайчики. В 2000-м, после деноминации, белорусские деньги потеряли 3 нуля, изменили внешний вид. А 1 июля 2016 в обращении впервые появляются отечественные неколлекционные монеты, а белорусский рубль становится прочнее в 10 тысяч раз. Предлагаем вспомнить основные вехи истории белорусской суверенной валюты и узнать о некоторых интересных фактах. Молодое белорусское государство в начале 90-х не спешило выходить из рублевой зоны и вводить национальную валюту. Старые советские деньги первые годы независимости республики соседствовали с новыми российскими. Только с 25 мая 1992 в обращение на территории Беларуси были введены расчетные билеты Национального банка страны. Таким образом, предполагалось ликвидировать проблему дефицита наличности. Но это была еще не национальная валюта, а своего рода купоны в дополнение к советским и российским рублям. Как появился зайчик? Первоначально белорусские деньги хотели назвать талерами, а на купюрах поместить портреты знаменитых отечественных деятелей разных эпох. Но коммунистическое большинство в парламенте эту идею не поддержало. Руководитель Гознака Беларуси, депутат Сергей Слабченко, принял компромиссное решение – изобразить на деньгах представителей фауны. В одном из интервью он рассказал, что просто пошел в ближайшую библиотеку, взял детскую энциклопедию «Звери и птицы нашей страны» и ксерокопировал оттуда понравившегося зайца. Нарисовал на обратной стороне от руки герб погоню и крест из слуцких поясов. Подписал 1 рубль. Воплотить идеи в эскизы пригласили художника Константина Хатановского. В итоге на бумажном расчетном знаке 50 копеек появилась белка. 1 рубль украсил заяц, 3 рубля – бобры, 5 – волки, 10 – рыси, 25 – лось, 50 – медведь, 100 рублей – зубр. Все купюры имели 8 степеней защиты, а в целях экономии были небольшого размера – 105 на 53 мм. Напечатали первые суверенные деньги на фабриках Гознака России. Банкнота номиналом в 1 рубль, на которой изображен бегущий заяц-русак, дала неформальное название для белорусской валюты. Оно и по сей день используется кое-где на постсоветском пространстве по отношению к белорусским рублям. Хотя ни зайцев, ни волков, ни каких-либо других представителей фауны на них уже давно нет. Не обошлось и без курьеза. Как потом выяснили специалисты, на белорусских деньгах изобразили американского черного медведя, точнее барибала. Оплошность в том, что в Беларуси это животное никогда не водилось. Оно населяет территории от Аляски до Мексики. В Беларуси барибал распространился только на 50-рублевых купюрах. Безусловно, проблемы с наличностью с появлением белорусских денег частично были сняты. Но инфляция быстро съедала зайчиков. Поскольку крупнее зубра в Беларуси никто не водится, уже к концу 1992 года стало известно, что зверинец пустят гулять по историческим местам. В декабре было обнародовано решение Национального банка о выпуске расчетных билетов достоинством 200 и 500 рублей. На них изобразили Минские площади, Привокзальную и Победы. Новые белорусские деньги и несостоявшаяся реформа. За несколько лет независимости в правительстве Беларуси утвердились во мнении, что национальная валюта – это один из элементов суверенитета. Поэтому нужны были собственные деньги и независимая эмиссионная политика. Временного зайчика должна была сменить новая валюта. Снова обсуждалось название талер, но выбрали проверенное временем название «белорусский рубль». Новые деньги отпечатали в Германии, привезли в Беларусь.
Но в обращение они так и не попали. Помешали инфляция и смена государственных символов. Белорусские коллекционеры выяснили, что именно изображено на этих не пущенных в оборот банкнотах. На коричневатой купюре 1 рубль была Каменецкая башня. На зеленоватой пятерке – Спасо-Преображенская церковь в Полоцке. На более крупных номиналах разместили портреты известных белорусов. На десятке пшеничного цвета – Максима Богдановича. На красной двадцатке – Янки Купала. На 50-рублевке – Якуба Колоса. А самая крупная купюра в 100 рублей была цвета пергамента, на ней изобразили Франциска Скорей. Теперь эти рубли – объект пристального внимания коллекционеров, но, скорее всего, недостижимы. Первые деноминации и новые купюры. Временные зайчики постепенно шли в наступление и завоевывали свое право называться национальной валютой. 26 июля 1993 года были изъяты из обращения рубли СССР и России, а 18 мая 1994 согласно постановлению Национального банка, белорусский расчетный билет получил статус единого платежного средства. Через 5 месяцев Верховный Совет принял решение о выходе Беларуси из рублевой зоны. Таким образом, октябрь стал днем рождения национальной валюты – белорусского рубля. Первая деноминация прошла уже 20 августа 1994. Рубль стал прочнее в 10 раз. По официальной версии осуществлялся этот шаг в целях упрощения расчетов и приведения в соответствие стоимости белорусского рубля номиналу расчетного билета Национального банка. Вскоре в наличное обращение были пущены новые купюры, которые продолжили архитектурную серию. Это 1000 рублей с Академией наук и 5000 рублей с Троицким предместьем. Эти купюры обладали дополнительными степенями защиты, металлической полосой между слоями бумаги и рельефным микротекстом. В конце 1994 года появилась банкнота в 20 000 рублей. Она была гораздо больше по размеру, чем все предыдущие, а на ее лицевой стороне изображено здание Нацбанка Беларуси. Но инфляция продолжалась. Уже к 1 марта 1995 года необходимость в купюрах достоинством ниже 5 рублей отпала. Так исчезли белки, зайцы, бобры и волки. К августу стали вводить из оборота купюры 10 и 25 рублей. Зубр, как последний из представителей денежной фауны, ушел 1 апреля 1999 года. Его вместе с купюрами 200 и 500 рублей упразднили постановлением Нацбанка в связи с нецелесообразностью обращения. Теперь оставшиеся в некоторых домашних коллекциях звери лишь напоминают нам о первой суверенной валюте Беларуси. До конца 90-х банкнотный ряд белорусских денег пополнили более крупные номиналы. В 1995 году 50 000 рублей Брестская крепость. В 1996 – 100 000 театр оперы и балета. В 1998 – 500 000 Республиканский дворец профсоюзов. Наконец, в 1999 году в кошельках белорусов появились купюры в 1 миллион Национальный художественный музей и 5 миллионов рублей Дворец спорта. Эти архитектурные достопримечательности в слегка измененном виде перекочевали и на новые купюры. В 2000 году была проведена вторая деноминация. С белорусских денег тогда убрали 3 ноля. На банкнотах остались прежние рисунки, однако их цветовое оформление изменилось. Сначала были выпущены купюры достоинством 1, 5, 10, 20, 50, 100, 1000 и 5000 рублей. Не обошлось без исторического несоответствия. На 10-рублевке было изображено старое здание Национальной библиотеки. Банкнота находилась в обращении до 2013 года, но все фонды переехали в новый алмаз знаний еще в 2006 году. За 16 лет, прошедших с момента после второй деноминации, в кошельках белорусов оказались еще 5 новых купюр, но и исчезли 5 мелких номиналом от 1 до 50 рублей. Сейчас банкнота самого крупного достоинства – это 200 000 рублей с изображением музея в Могилеве.
Ее ввели в обращение в 2012 году. Металлический рубль и третья деноминация. Белорусская валюта с 1 июля 2016 года становится прочнее в 10 тысяч раз. Теперь монета в 1 рубль будет соответствовать старой банкноте в 10 тысяч. С 1 июля 2016 в обороте появились и новые бумажные деньги – 7 номиналов. А в кошельках и карманах впервые за суверенную историю Беларуси зазвенели рубли и копейки – 8 номиналов. Монеты отчеканены в Литве и Словакии. Банкноты отпечатаны в Великобритании. Причем в дизайне новых денег образца 2009 года сохранена преемственность относительно банкнотного ряда образца 2000. Общая концепция дизайна новых банкнот соответствует девизу «Моя краина Беларусь» и выстроена в алфавитном порядке. Изображение банкноты номиналом 5 рублей посвящено Брестской области, 10 рублей – Витебской области, 20 рублей – Гомельской области, 50 рублей – Гродненской области, 100 рублей – Минской области, 200 рублей – Могилевской области и 500 рублей – Минску. Самая популярная новая купюра, которую можно будет снять в заряженных деноминированными деньгами банкоматах, это 5 рублей. А вот увидеть живьем 200 или 500 рублей, в прежних деньгах это 2,5 миллионов, не получится. Работники магазинов могут перепутать старые и новые деньги, поэтому новые 200 и 500 рублей можно получить в банке только по предварительному запросу. Напоследок интересный факт. Купюра номиналом в 50 рублей содержит орфографическую ошибку. На ней написано 50 рублей, а нужно 50. Дело в том, что деньги печатали в 2008 году, а правила белорусского языка поменялись в 2010. А еще на всех новых купюрах стоит подпись экс-председателя Нацбанка Петра Прокоповича. Именно он был в 2008 году главным банкиром страны и заказывал для нее новые деньги.